Перед просмотром видео внимательно ознакомьтесь с написанным на экране. Всем приятного просмотра. Всем привет! Вы на канале Freaking New York. С вами Влад. После многих лет жизни в Нью-Йорке я наконец вернулся в Россию. Подпишись на канал, досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, насколько мое решение было правильным или нет. Ну а мы начинаем. 3, 2, 1. Let's go! Почему именно спустя полгода я решил снять это видео? А все дело в том, что не так много людей поддержало мою идею вернуться в Россию. Их буквально можно посчитать по пальцам одной руки. Все же остальные повторяли как мантру: посмотрим, как ты заговоришь через полгода. Что ж, наконец полгода прошло, и я готов честно рассказать о плюсах и минусах жизни в России. А теперь начинаем. Первое, с чего хотел бы начать, это то, что здесь, в России, я неожиданно осознал, как сильно меня раздражают собаки. И речь не только про бродячих дворняжек. Вы наверняка все видели этих животных с бирками в ушах, которые сбиваются в пачки по 8-10 особей и хаотично бродят по городу. Ты никогда не знаешь, чего от них ожидать. Они могут напасть на тебя, могут облаять, могут покусать или даже испачкать твою одежду. Иронично, что то же самое можно ожидать и от тех собак, у которых есть хозяева. Здесь, в России, они почему-то воспитываются таким образом, что ты не чувствуешь себя в безопасности рядом с ними. Собак выгуливают без намордников, довольно часто и без поводков. Хозяева, конечно, говорят: да ты не бойся, наша собака не кусается. Но я-то откуда могу это знать? На меня бежит крупный зверь, агрессивно лает, скалит свои клыки. Как я должен на это реагировать? Сколько уже было таких случаев, когда люди страдали от некусающихся собак? Обиднее всего то, что и ты окажешься виноватым из-за того, что спровоцировал собаку изуродовать твое лицо. Второе – это то, к чему я никак не могу привыкнуть, даже спустя полгода жизни в России. И это хамство. Да, грубые кочерышки встречаются повсюду на планете, но эта восточноевропейская особенность на контрасте с Америкой уж очень сильно бросается в глаза. А в России складывается ощущение, что это и вовсе национальное достояние. Нахамить продавщице на кассе за то, что она не улыбнулась тебе. Та обязательно огрызнется в ответ. Потом с этой мерзкой интонацией обязательно вывалить друг на друга всю ненормативную лексику, которую вы только знаете. Это все как милое дело. И самое грустное, что этого настолько много, что это встречается повсеместно. И люди даже не замечают этого. Такое ощущение, что незнакомые люди просто не могут взаимодействовать друг с другом без хамства. Камон, люди, не надо так. Будьте добрее и уважительнее друг к другу. Если уж и говорить негативное про людей, то, на мой взгляд, хуже всего с этим дела обстоят у представителей таких профессий, как таксисты, водители автобусов и всякого рода курьеры и доставщики. Вы уж извините, если я кого обидел, но это чисто мои наблюдения. И если с курьерами и доставщиками, в принципе, все понятно, на эти профессии идут, как правило, те люди, у которых не очень хорошее образование, как правило, выходцы из каких-нибудь бедных постсоветских стран, у которых нет российского образования, которые не очень хорошо говорят на русском языке, которым, в принципе, ничего не остается, кроме как зарабатывать деньги таким путем. И, соответственно, они пытаются делать все возможное, чтобы зарабатывать как можно больше. Нарушают ПДД, ездят по газонам, едут на красный свет, часто сбивают пешеходов. Они просто стараются выполнить как можно больше заказов, потому что от этого напрямую зависит их доход. Таксисты в этом плане не сильно далеко от них ушли, особенно где-нибудь в регионах, потому что они так же, как и доставщики, заинтересованы в выполнении наибольшего количества заказов за день, поскольку это также влияет на их доход. Но помимо всего прочего, они еще довольно часто могут вымогать деньги, могут отказываться ехать по какому-то определенному адресу, могут просить вас отменить поездку, если их что-то не устраивает. При этом 99 рублей, которые приложение таксист пишет с вашей банковской карты, никто вам компенсировать не станет. Ну и водители автобусов, как мне кажется, это в принципе мастера на все руки. Эти люди, особенно в регионах, будут делать за рулем все, что угодно, кроме выполнения своих прямых обязанностей. Будут грызть семечки за рулем, будут кому-то звонить по WhatsApp,
будут играть в нарды, пересчитывать мелочь, все что угодно, но никогда в жизни не остановятся на нужные вам остановки, если их об этом не попросить. Для нас, жителей крупных городов, это довольно странно и непривычно, ведь мы знаем, что автобусы в Москве останавливаются на каждой остановке. Остановка озвучивается, плюс голос диктора говорит, что следующая остановка такая-то, у тебя есть время подготовиться, ты знаешь, где тебе выходить. А в регионах, к сожалению, такой опции нет. И ты еще и сам должен крикнуть водителю что-нибудь наподобие «Эй, тормози на верхних сосках!» И если ты этого не сделаешь, то он просто проедет мимо. И хрен его знает, насколько далеко он может проехать мимо. Ну и самое грустное, что тебе, конечно же, очень сильно нахамят, нагрубят, если ты попытаешься отстаивать свою позицию в разговоре с таким водителем. Давайте немного поговорим о хорошем. И если честно, то Москва на несколько порядков комфортнее для жизни и технологичнее, чем Нью-Йорк. Разберем на примере метро. За те несколько лет, что я жил в Нью-Йорке, в Москве открылось 9 новых веток метро. БКЛ, Солнцевская, Троицкая, Некрасовская, 1, 2, 3, 4 и 4А диаметры. Сейчас в ближайшее время откроют еще 2 новые ветки. В Нью-Йорке же за это время запустили несколько новых поездов, и то они катаются лишь по 3 веткам метро. Также, в отличие от нью-йоркского метро, в нашем есть замечательная функция FacePay. Это значит, что если вы прикрепили свою биометрию к банковской карте, вы сможете пройти в метро, не имея с собой ни банковской карты, ни мобильного телефона. В Нью-Йорке таких технологий нет. Функция «Плати улыбкой» доступна даже на каких-нибудь железнодорожных станциях, где-то между городами, посреди ночи. И это на самом деле очень удобно, потому что не взялывают интернет, а так ты также по биометрии можешь платить за какие-то продукты, которые решил купить себе в дорогу. Прибавьте к этому каршеринг, поминутную аренду велосипедов, самокатов, зонтиков, карет. Прибавьте к этому платежные кольца и браслеты. Прибавьте к этому всех этих самопаркующихся роботов доставки от Яндекса. Как после всего этого вообще можно говорить о какой-то отсталости России? Как-то раз преподаватель моей языковой школы в Нью-Йорке дал нам задание одним словом описать людей нашей страны. И, если честно, я застрял на этом задании, потому что я не знал, что выбрать. Красивые, ну это все вкусовщина, и понятия о красоте у всех разные. Умные люди есть везде. Талантливые, трудолюбивые. Как по мне, эти слова тоже не способны в полной мере описать людей в пределах одного государства. Я долгое время думал и, наконец, нашел, как мне кажется, идеальное слово, которое лучше всего описывает русских людей. Это слово resourceful, что значит находчивые. И это настолько глубоко в нашей культуре, что у нас есть даже специфические фразочки, аналогов которым нет нигде в мире. Например, сделать что-то из говна и палок. Это фразочка, которая буквально намекает на то, что мы способны достигать своих целей даже в условиях острой нехватки ресурсов. Вот вам буквально пару примеров. Apple Pay ушел из России. Но мы дальше продолжаем платить за все телефонами. А все потому, что были изобретены платежные стикеры, которые можно приклеить буквально куда угодно, хоть на лоб. Или пиратство. У русских людей есть возможность платить за контент, но они не всегда хотят это делать. И поэтому довольно часто люди включают свою находчивость, чтобы получать платный контент бесплатно. Даже самая первая пиратская версия Windows была создана именно что учителем информатики из России. Я привел вам буквально пару примеров, но такая находчивость проявляется у нас абсолютно везде. Просто обратите на это внимание. Еще одна вещь, о которой хотел бы с вами поговорить, это медицина и лечение. Так уж повелось, что мне приходилось лежать на операционных столах и в России, и в Америке. И, если честно, то в технологическом аспекте Россия не уступает США. То же самое можно сказать и про мастерство лечащего персонала. Тут, конечно, многое зависит от того, где вы лечитесь и кто именно проводит лечение, поскольку человеческий фактор никто не отменял, и мастера могут попасться разные. Но на что действительно стоит обратить внимание, это то, что изначально у США и у России разный базовый подход к лечению. В Америке медицина очень дорогая, поэтому американцы предпочитают каждый месяц платить за медицинскую страховку, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда им срочно потребовалось хирургическое вмешательство, а у них банально нету денег. Чтобы вы понимали, насколько это дорогое лечение, я приведу вам один пример.
Как-то раз меня в срочном порядке госпитализировали в хирургическое отделение. За то, что я провел в машине скорой помощи всего 5 минут, мне пришлось заплатить $953. А помимо этого я заплатил еще и за стационарное лечение, за МРТшника, за хирурга, за анестезиолога, за социолога и за что-то там еще, я уже не помню. Просто представьте, насколько это большие деньги. Поскольку врачи знают, что у подавляющего большинства американцев есть медицинская страховка, а медицинская страховка, как правило, покрывает все медицинские расходы. Они не особо церемонятся и предлагают вам наиболее дорогое лечение. Все равно оно будет оплачено. В России же наоборот. Изначальный подход другой. В России считают, что как можно меньше хирургических вмешательств должно быть в жизни человека, потому что в дальнейшем они все-таки влияют на качество жизни. И поэтому вас в России будут пытаться лечить всеми возможными доступными способами, пока не станет слишком поздно. Вам будут давать таблетки, вы будете пить антибиотики, прикладывать подорожник, ходить к какой-нибудь знахарке. Все что угодно. И когда ни один из этих способов не приведет к результату, вам сделают операцию, потому что уже деваться некуда. Санкции, как по мне, это самое подлое и лицемерное действие по отношению к России. И все эти действия направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Санкциям подверглись самые незащищенные слои населения, особенно те, которые никак не принимают никаких решений на геополитическом уровне. Сборную России не пускают на Олимпийские игры. Паралимпийцев тоже не допускают к Паралимпийским играм. Сборную России по футболу не пустили на чемпионат Европы. Музыкантов из России не пускают на Евровидение. Пенсионеров из стран Прибалтики выдворяют из страны за счет того, что они не знают местного языка. И даже несмотря на то, что они прожили в этих странах всю свою сознательную жизнь. А многие из них даже завели себе детей. Россию отключают от SWIFT. И, соответственно, все иностранцы, приезжающие сюда как туристы, оказываются в довольно неприятной ситуации, если у них нет российских банковских карт. Я и сам оказался в такой ситуации. И, если честно, это достаточно некомфортное положение. Да вы лучше меня знаете, на Россию наложили 21 тысячу санкций. И что самое интересное, они не накладывают эти санкции на такие компании, как Росатом. Ведь, оказывается, по всей Европе нет альтернативы дешевой российской атомной энергетике. Они не накладывают санкции и на Израиль, который ведет куда более агрессивную войну по отношению к Палестине, чем Россия со своими военными действиями по отношению к Украине. Они не накладывают санкции на многих других высокопоставленных лиц. И глядя на всю эту ситуацию, складывается ощущение, что единственная цель санкций – это не наказать агрессора, а именно, что заставить людей выходить на митинги и, как следствие, свергнуть наше правительство, которое так сильно несговорчиво с Западом. Вся эта череда безумных политических решений, на мой взгляд, помогла российской экономике стимулироваться. Многие крупные компании, такие как Макдональдс и Starbucks, продали часть своих активов российским бизнесменам и ушли с российского рынка. Другие компании, такие как Coca-Cola, чисто на бумаге с российского рынка ушли, а на самом деле сделали ребрендинг и продолжают и дальше выпускать свою продукцию на российских заводах, но уже под именем Добрый. Более того, с новым законом о параллельном импорте приучена нам Coca-Cola с оригинальным ее названием и дальше продолжает поступать в российские магазины. Ее привозят из таких стран, как Польша, Казахстан, Азербайджан и другие. Многие российские предприниматели начали привозить сюда заморскую Coca-Colу. Так, например, у нас появилась и белорусская Белла-кола. Многие российские предприниматели начали выпускать уже свои виды кол. С точки зрения обычного потребителя, ситуация в России после введения всех этих санкций только улучшилась. Разнообразие продукции стало больше, экономика стимулировалась. Ну а некоторые виды кол и вовсе начали продаваться за рубежом. Так, например, недавно в одном американском магазине под названием Netcost Market я купил колу от черноголовки. А это, получается, уже Россия зарабатывает деньги на американцах. Многие крупные компании, пытающиеся усидеть на двух стульях, с одной стороны не потерять лояльность западной аудитории, а с другой стороны не потерять российскую платежеспособную клиентуру, под любыми предлогами начали забывать все те гадкие вещи, которые они говорили о России в начале 2022 года. И уже пытаются вернуться в Россию, чтобы занять эту довольно привлекательную нишу.
лицемерие. Следующее – это то, с чем многие из вас не согласятся. Но поверьте мне, я прекрасно знаю, о чем сейчас буду говорить. И, к слову, это тот самый пункт, который заставляет многих людей задавать мне вопросы наподобие как можно было вернуться из США в Россию? Мне кажется, многие из этих людей смотрели слишком много пропагандистических видосиков на Ютубе. И под словом пропаганда я подразумеваю не Соловьева, Скобееву или Киселева, цель которых с федеральных каналов рассказывать вам о том, что вы живете в самой лучшей, замечательной стране на планете и насколько агрессивно другие страны действуют по отношению к России. Пропаганда бывает разная, и цели она преследует тоже разные. В данном случае под словом пропаганда я подразумеваю всякого рода переселенцев и оппозиционеров, цель у которых внушить вам, что вы живете в говне. Они будут рассказывать вам о том, что в любой точке земного шара жизнь будет на порядок лучше, чем в России. Они будут рассказывать вам о том, насколько здесь ограничивают свободу. Они будут пытаться убедить вас в том, что здесь маленькие зарплаты. Также будут рассказывать вам что-нибудь про то, что в каком-нибудь Нью-Йорке минимальная зарплата $15 в час. И многие наши ребята, которые слушают эту информацию, начинают просто белеть от злости. Они пытаются анализировать, переводят доллары в рубли, оценивают масштабы нашей страны и задаются вопросом, как в настолько богатой минералами и ресурсами стране, как Россия, могут быть такие маленькие зарплаты. Особенно, если сравнивать Россию с какими-нибудь другими странами. Но они не пытаются копать глубже, они не пытаются узнать, почему эти самые оппозиционеры или переселенцы не рассказывают оборотную сторону хорошей жизни за границей. Никто не рассказывает о том, что в том же Нью-Йорке, где минимальная зарплата $15 в час, вы будете платить подоходный налог 24%. Это значит, что если вы поработаете месяц, вы получите зарплату только за 3 рабочие недели. Четверть вашего рабочего времени не оплачивается, потому что это налог. Также вам не расскажут и о том, что за каждую совершенную вами покупку вы также будете платить налог сверху чека. Вот представьте себе, вы идете в какой-нибудь торговый центр, покупаете сэндвич за $8,5, к нему покупаете баночку Кока-Колы за $1.25. Вы в своей голове считаете, так, это стоит $9.75, а у меня в кармане, опа, как раз $10. Мне хватит на обед. Вы подходите к кассе, а вам говорят, с вас $11. А все потому, что налоги не включены в стоимость продуктов, и вы платите их сверху чека. Также все любители обосрать Россию и рассказать о том, насколько прекрасно в других странах, не рассказывают, насколько дорого может быть в тех же самых странах. Например, в каком-нибудь США аренда жилья настолько дорогая, что $15 в час вам может банально не хватить. И многие из этих людей, которые едут туда за свободой, работают по 60, 70 и 80 часов в неделю просто для того, чтобы у них в принципе была возможность остаться в этой стране. Самое забавное, что здесь, в России, многие путают такие слова, как свобода и распущенность. Я постоянно вижу людей, которые жалуются на то, что их свободу как-то ущемляют. Пытаешься спросить, как именно, они приводят какие-то абсурдные примеры, такие как нельзя покупать алкоголь после 11 вечера, нельзя курить в общественных местах, нельзя жарить шашлыки в парках. Какой кошмар! Вы что, серьезно? Если для вас это проявление ограничений свободы, я только поддерживаю такие ограничения. Но если честно, обратите внимание, насколько чистыми стали улицы наших городов, а парки ухоженными и благоустроенными. Нет такого, как было в 90-е, когда говно буквально валялось под ногами. Когда ты выходишь из подъезда и видишь наркоманские шприцы. Когда кроссовки висят на проводах, а стены исписаны в граффити. Когда ленты от VCR-кассет намотаны на кустарники, а газон выжжен от этих самых шашлычников. Вам, возможно, трудно это представить, но последние 5 лет я жил в очень демократичной, свободолюбивой Америке и буквально практически каждый день видел проявление этой самой распущенности. Люди буквально могли справлять нужду в общественном транспорте. И ты с этим ничего не смог бы сделать. В лучшем случае тебя послали бы нахрен, потому что я живу в свободной Америке и могу какать там, где мне захочется. А в худшем случае тебя и вовсе могут пырнуть ножом. Учитывая все ранее сказанное, хотелось бы обратиться к нашим братьям-белорусам. Если честно, у вас прекрасная страна, красивые улицы, вкусная еда, качественные продукты, замечательные люди. И уж лучше жить под диктаторством Лукашенко,
нежели в распущенной и свободной Америке под таким президентом, как Байден, который превратил свою страну в помойку. Переходим к следующему пункту, и это то, на что все постоянно жалуются. Бездействие полиции, халатность врачей, охреневшие коммунальщики. Вы можете рассмотреть любую отрасль, и наверняка у каждого из вас в жизни была хотя бы одна ситуация, когда ваши права в чем-то ущемлялись. Здесь в России немного другой менталитет, и у нас как-то не принято жаловаться. Но ирония в том, что у нас с вами есть все необходимые ресурсы для того, чтобы бороться за свои права. И инструментов, позволяющих восстанавливать справедливость, более чем предостаточно. Всегда есть инстанция, которая стоит выше, которая способна решить вашу проблему. Также проблему можно попытаться решить на разных уровнях. Муниципальный, городской, окружной, региональный, федеральный и так далее. Также у нас существует огромное количество надзорных органов, чья работа заключается непосредственно в контролировании качества предоставляемых вам услуг. Единственное, что зачастую это отнимает слишком много времени, и далеко не все люди готовы идти до конца. Тем самым они сами себя ставят в уязвимое положение, когда в дальнейшем будут получать хреновый сервис, так как те люди, которые предоставляют этот самый сервис, прекрасно знают, что никаких последствий не будет за их халатное отношение к работе. Как по мне, нет ничего плохого в том, чтобы бороться за свои права. И чем чаще мы с вами это будем делать, тем более качественные услуги будем получать. Я не очень люблю крайности в любых их проявлениях. И если в регионах люди не очень знают, как бороться за свои права, или же не хотят жаловаться в надзорные органы, потому что по каким-то причинам считают, что это зашквар, то в Москве ситуация прям противоположная. И здесь люди настолько активно борются за свои права, что иногда складывается ощущение, что они просто избалованы. Буквально на днях в одном из ресторанов Москвы я видел такую ситуацию. Компашка из 5 человек заказала себе пиво и роллов на сумму 12 тысяч рублей. Они, конечно, это все сразу же съели. А потом вызвали менеджера и отказывались платить за блюдо, потому что наши роллы слишком долго несли, а еще не были невкусные, а еще пиво у вас было скисшее, и поэтому дайте нам скидку 50% на пиво, а за роллы мы платить вообще не будем. Менеджер им пытался объяснить, что мы приносим извинения, и вот вам комплимент за предоставленное неудобство, то, что роллы долго готовились, но мы не можем отменить плату за блюдо, которое вы уже съели. Если вам что-то не нравится, позовите менеджера, мы разберемся. Если блюдо приготовлено некачественно, мы вам их заменим, либо вернем деньги. Но когда вы уже съели на сумму в 12 тысяч рублей, ни одного ролла на тарелке не осталось, все пиво выпито, это уже перебор. Люди, конечно же, начали устраивать драму прямо в этом ресторане. Начали звонить в Роспотребнадзор, в полицию, куда-то еще они там позвонили. Они ломились в кабинет директора. Они написали кучу негативных отзывов и в книгу жалоб и предложений, и на каких-то сайтах. Они оскорбляли менеджера, оскорбляли другой персонал, кричали, истерили. Они настолько далеко зашли, что их смогла успокоить лишь служба быстрого реагирования, которую вызвал как раз-таки менеджер. И уж после того, как эта служба приехала, люди все-таки заплатили за свой заказ. Но, как по мне, такое проявление борьбы за свою правоту – это уже явно перебор. Люди, имейте, пожалуйста, совесть. Не надо так. Еще одна вещь, которую я, безусловно, хотел бы обсудить, это иностранцы. И если раньше иностранцы, которых можно было встретить в России, были в основном выходцами из постсоветского пространства, наши, так сказать, русскоязычные соседи, также в редких случаях можно было встретить иностранцев в таких международных университетах, как РУДН или МГИМО, то сейчас я все чаще вижу людей с разных частей света. Не только в Москве, но и в других городах тоже. Есть тут и азиаты, и арабы, и даже чернокожие. Буквально вчера ко мне подошла компашка из 6 человек и на английском языке спросила, как доехать до метро Курская. Мне было приятно, что люди приезжают сюда с туристическими целями. Также мне было приятно поболтать с носителем английского языка на английском языке здесь, в России.
Мне приятно от осознавания того, что я не единственный, кто может болтать с иностранцами на их языке. В России огромное количество людей, которые могут разговаривать на международно признанных языках. Это русский, английский, китайский, французский, испанский, арабский язык. Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше, а в идеале, чтобы каждый житель нашей страны мог говорить как минимум на 2 международно признанных языках. Но всему свое время, как говорится, Москва не сразу строилась. Я был в более чем 15 странах. И, если честно, я пока не видел такой страны, жители которой не гордились бы своими военными достижениями. В каждой из этих стран есть военный мемориал, посвященный памяти какого-нибудь генерала, который выиграл огромное количество битв и сражений. В России военных мемориалов тоже, само собой, очень много. И более того, я уверен, что даже если вы поедете в какую-нибудь самую глухую деревню, то где-нибудь на окраине леса найдете мемориальный камень, посвященный памяти местных жителей, погибших в борьбе с каким-нибудь иноземным царьком. Здесь же в России многие люди очень болезненно воспринимают все эти военные мемориалы. Они даже отписываются от меня в Инстаграме, если я опубликую один из таких военных мемориалов в сторис. Они это воспринимают как пропаганду войны, как поддержку насилия, но нет. Я публикую эти военные мемориалы как дань уважения тем людям, которым пришлось испытать боль, тем людям, у которых когда-то были семьи, тем людям, которым пришлось уйти из этой жизни слишком рано, причем насильственным способом. Народ России так устал уже от бесконечных войн, а наша коллективная бессознательная измучена и без того тяжелой ношей, которая легла на российские плечи. Около 2,5 миллионов человек погибло в период Первой мировой войны. От 7 до 12 миллионов человек погибло в период Гражданской войны. Около 27 миллионов человек погибло во Вторую мировую войну. Это в 67,5 раз больше, чем у США с их 400 тысячами жертв. Это тоже, конечно, безумно страшная цифра, но она ни в какое сравнение не идет с той болью, которую испытали русские люди. И это за последние 100 лет. А сколько помимо этих войн было травматизирующих факторов в истории России? Поэтому я считаю, что все эти военные мемориалы находятся именно там, где они и должны находиться. И наша с вами задача – чтить память тех людей, которым когда-то пришлось уйти. Быть благодарными им за то, что сейчас мы с вами можем жить. И последнее, что я хотел бы с вами обсудить, это то, что обе страны, и Россия, и Америка, плотно сидят на наркотиках, но на разных. Если в Америке гигантские проблемы с употреблением фентанила, а курение марихуаны и вовсе не воспринимается как проблема, то в России гигантские проблемы с употреблением алкоголя. И да, конечно, многие из вас скажут, что алкоголь – это не наркотик, и вы будете неправы. Ведь еще в 1975 году Всемирная организация здравоохранения признала алкоголь наркотическим веществом с сильным психотропным воздействием на психику и поведение человека. А современные исследования вовсе говорят о том, что нет безопасных доз алкоголя, и что даже маленькая рюмашка может привести к непоправимым последствиям. А что самое грустное, то что из-за употребления алкоголя страдают не только те, кто его пьет, но и те, кто просто оказались рядом. Как много было таких случаев, когда человек с измененным сознанием садился за руль автомобиля и устраивал страшное ДТП. Как много было таких случаев, когда кто-то допивался до состояния алкогольного делириума, белочки, проще говоря, хватался за нож и начинал резать все, что видит. Хлеб, масло, соседа, сыр. Люди даже не отдают себе отчета в том, что они делают. Это очень страшно. И самое грустное, что во всей этой ситуации алкоголь очень сильно романтизируется в нашей с вами стране. Наиболее харизматичные персонажи в фильмах, как правило, выпивают алкоголь. У многих из вас, у меня в том числе, огромное количество историй безумных, классных, невероятных, связанных с попойкой, либо с какими-то пьяными посиделками. Более того, даже, казалось бы, такая доступная вещь, как секс, у многих случается только после употребления алкоголя, когда немножко выпили, расслабились. Это грустно. Грустно осознавать, что за те годы, что меня не было в России, здесь открылось огромное количество алкомаркетов, огромное количество винотек, пивных магазинчиков. И это неудивительно, ведь заработок на алкоголе один из самых прибыльных. Грустно, конечно, что многие предприниматели пытаются зарабатывать на каких-то слабостях и пороках
своих же земляков. Грустно и от того, что многие люди в нашей стране не видят ничего страшного в употреблении алкоголя, и для них в этом нет никакой проблемы. Грустно, что многие молодые ребята двигаются по неправильному вектору развития. Но я, конечно же, никого ни в чем отговаривать не собираюсь. В этом видео я просто рассказываю о каких-то вещах, закономерностях, которые я заметил за те полгода, что прожил в этой стране. Что ж, дорогие друзья, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что я здесь озвучил, и обязательно подписывайтесь на канал. Для вас это несложно, а мне безумно приятно. К тому же вы помогаете таким образом молодому блогеру расти. Что ж, ну я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Пока!